Так, ребят, всем привет! Сегодня мы для вас с Алексеем записываем видео по фонарям, по дополнительному освещению. У нас сейчас на тракторе установлено дополнительное освещение, достаточно уже долго и давно. Эти фары производителя Lumen. Данная именно модель, она уже давно снята с производства, несколько лет назад. В передней части, в задней части трактора у нас также установлены фары Lumen Pro, но их мы тоже будем менять, так как они у нас установлены не в тех местах, то есть это все-таки фара для горизонтальной установки, а не для вертикальной. И какая у нас пришла идея? То есть у нас сейчас есть дополнительное освещение. Получается, вот у нас есть 6 фар. Эта фара у нас Solar Arax. И давайте сейчас посмотрим на эту фару. Достанем ее из коробки и посмотрим, как она выглядит. Так, здесь у нас получается у этой фары преимущество, что здесь стоят чипы Osram. Чип стоит Osram, лампочки стоят Osram. То есть это хорошо, это очень известный бренд. Так, сейчас, придется как-то немножко по-вандальному. Поролоночка. Здесь у нас также продублирована перед установкой инструкция. То есть, внимание, указаны габариты и все технические характеристики, которые указаны на коробке. Также еще вот такая карта свечения. С другой стороны, условия гарантии. То есть гарантия на данные фары у нас получается 12 месяцев со дня покупки, либо 12 месяцев со дня установки. Главное, чтобы были подтверждающие документы. В комплект у нас входит крепление. Так, сейчас мы посмотрим, что еще тут. Еще тут гровер у нас завалялся. У нас идет универсальное крепление. Леш, как думаешь, это нержавейка или обычное? Да. То есть это крепление из нержавейки. Значит, у нас получается это заржаветь никогда не должно. Это у нас получается сюда. И второй болт также из нержавейки уже устанавливается сюда. Здесь удобно предусмотрен фиксатор для того, чтобы болт не прокручивался. Берем в руки фару, и что мы видим? При заявленных технических ее характеристиках, то есть светить технически, теоретически она должна хорошо, она и будет светить хорошо, она имеет достаточно компактный размер. То есть мы сейчас живем в эпоху технологий, технологии очень быстро развиваются, и не является показателем именно размер самой фары. То есть сейчас уже идут современные чипы, современные диоды, которые позволяют в компактные размеры умещать очень яркие фары. Итак, у нас это фара Solar X Arax. Она имеет у нас разъем вот такой вот Deutz, что, на мой взгляд, удобно. И достаточно длинный провод. Сколько тут, Лешка, сантиметров? Наверное, 40. Да, 30-40 есть. Что, на мой взгляд, достаточно удобно. Итак, давайте перейдем вот к самой фаре. Она у нас получается на 16 светодиодов. Имеет вот такое стекло ударопрочное. Класс прочности у данной фары, точнее класс влагозащиты IP67. Сейчас я проверюсь на всякий случай. Да, защита IP67. Хочу обратить внимание, что при вертикальной установке хорошо, что у этой фары имеется вот такой небольшой козырек. То есть здесь у нас ничего не будет сверху падать, да, на сам затекать и не будет на стекле это задерживаться. Крепление, оно стандартное вот это. Хочу тоже еще обратить внимание, что неплохо и интересно, что заходит в фару сам провод. И мы можем его, в принципе, изогнуть и вот так, и прижать фару, грубо говоря, если будет необходимость, то вплотную к чему-то. Провод нам это позволит сделать. Если здесь бы был разъем такой, то мы бы уже так сделать не смогли. Вот. В руках и на внешние характеристики очень выглядит качественно, очень здорово. Большое количество радиаторов, которые идут, получается, вертикально. Да, ребра радиаторов идет вообще, их очень и очень много.
На свой трактор мы планируем установить 6 штук. То есть 2 штуки у нас будут в передней части, мы заменим их квадратные, которые большие, которые уже давно не выпускаются данным производителем. Также у нас будет по бокам, чтобы могло светить вот сюда. То есть где-то вот так вот мы их установим, чтобы у нас было боковое освещение хорошее. Ну и вот данные фары мы тоже заменим и установим также квадратные назад. То есть все будут 6 штук одинаковых. Если сравнивать с ее предшественниками, то здесь стоят более современные диоды, более современный сам корпус, более современный, то есть он более компактный. Так, размеры у нас здесь были указаны. По ширине у нас получается 108, по высоте у нас получается 108 квадрат. Общее ее вместе с креплением мы еще добавляем 31 сюда. Вот. Глубина ее без радиаторов 48, с радиаторами 25. То есть достаточно компактная. Современный светодиоды, современное стекло, рассеиватель. То есть данная фара, она будет светить достаточно так направленно. Ну, опять же, относительно с чем мы сравниваем. Если мы возьмем даже вот эти, которые у нас стоят, они более рассеивающие. Это будет более направленно, и температура у нее будет 6000 кельвинов. Это холодный свет. Сейчас мы покажем, как у нас устроена проводка на нашем тракторе, и покажем, как мы будем монтировать данные фары. Это за счет своего корпуса она будет тоньше, и мы ее сможем уже выше регулировать. А там у нас получается, вот так в капот упирается, да, в крышу точнее. Нельзя ее поднять выше. Ну, плюс вот этот козырек, ну, честно скажу, мне нравится, очень качественно выполнено. То есть достаешь из коробки, приятно держать. Есть, конечно, и более дешевые варианты на разных магазинах и на разных торговых площадках. И мы их как бы видели, тоже и в руках держали. Но здесь, когда берешь в руки, понимаешь, что действительно товар хороший и качественный. Теперь нам осталось прикинуть, как мы это все будем располагать, как делать и подключать. Это вам тоже обязательно покажем. Так, мы с Алексеем решили начать. Вот он, Алексей наш. Всем привет. Да. Мы решили с Алексеем начать с установки. То есть мы изготовили 2 пластины и закрепили вот прям стандартными болтами. Все прикрепили так, как есть. Мы пока прицеливаемся. Так, Леш, может, нам чуть-чуть, наверное, надо будет... Хотя смысла от этого не будет. Мы решили... То есть у нас это на изготовление этих пластин заняло, ну сколько, ну 15 минут? Да, 4 штучки мы сделали. 2 сюда, 2 будет на ту сторону. У нас есть необходимость именно вот в боковом свете. То есть, чтобы когда ты с бокового окна смотришь, светило вот так. То есть сюда, вниз. И у данных фар, у них получается, как раз-таки идет, они рассеивают и светят холодным светом 6000 кельвинов. Напомню, это у нас получается Solar Arcs. Да, проводок мы куда, Леш, с тобой пустим? Вот, понизу пустим под желобком. Да, мы под желобком у нас на тракторе пустим. Все, первый кронштейн готов. Хочу вот сравнительно, да, показать, то есть именно толщину. Сейчас, здесь мигалка, она мне мешает. То есть вот здесь такая вот достаточно толстая, она и здесь. То есть эта фара, она на сантиметр, наверное, будет меньше, чем те, которые у нас уже давно установлены. И вот как раз-таки проблема, что нельзя поднять выше. У нас здесь упирается. Нам, наверное, надо сначала выставить, тебе помочь подержать? Вот так, да. Мы на самом верхнем положении будем пробно тестировать. Так, ну что, мы берем следующую фару. Они у нас все абсолютно 6 штук одинаковых. С Алексеем мы приметили, где у нас будет первая. Сбоку, которая у нас здесь никогда не стояла. Так, Леш, держи. Так, вот мы видим, да, достань ту. Давай сравним вот их по толщине, пока она прямо на тракторе. Значительно тоньше. Вот это как раз-таки то, о чем мы говорили, что технологии развиваются и не стоят на месте. То есть, чем больше фара, это не значит то, что тем лучше она светит, либо тем лучше она там охлаждает. То есть, каждая фара, она спроектирована, она проверена. Демонтируем старую. Да, демонтируем сейчас старую. А здесь уже получается у нас ржавейка болты, да? То есть да, черняга обычная, болты. Да? То есть здесь у нас получается болты обычный металл, который со временем ржаветь
Ну, кронштейн, вот, наверное, Лех, еще не ржавейка, а сам болты ржавейка. Пару миллиметров добавил ржавчины, да? Уже ключ не 16, а 18,5. Так, ну здесь у нас также стоит 16 диодов, но здесь другой рассеиватель. Блин, ну новый все равно круто, классно. Видишь? Ага, немножко нам придется подрасверлить. Ну ничего страшного, мы сейчас снизу с тобой шуруповертом пройдем. На новых фарах нам уже масса не нужна. Шуруповерт. То есть у нас только получается вот этот разъем нам надо заменить на дойц. Это питание у нас плюс-минус. Я знаешь, что думаю? Мы с тобой, может быть, по правой стороне сейчас поставим новые, а по левой оставим старые. И покажем прям вот именно в сравнении, как это. Вот, угол уже заметно у нас можно сделать больше. То есть сейчас я вот с этой стороны покажу. Ну, практически вертикально. Да, практически вертикально. Считай, из каких доработок нам просто нужно было рассверлить отверстие. А вообще, по факту, мы со старой фары могли взять болт, который там стоял просто, и поставить. Да, здесь лопнуло. Да, мы решили заменить. То есть сверлить было не обязательно. Можно было взять вот этот болт, вот этот болтик от старой фары и новый кронштейн на него и прикрутить. Но просверлить тут на несколько миллиметров, там сколько, Лех, было сверлот? Десятка, а тут, наверное, 8, да? То есть там 2 миллиметра досверлить, вот одной рукой сильно долго времени не заняло. И спокойно у нас встал новый кронштейн. Давай, Лешка. Моща, давай. Способа. Ну. Слушай, может нам заиметь этот шуруповерт, не шуруповерт, а как он называется? Сложно сказать то, что не знаешь. Плохо, когда не знаешь. Еще и забыл, да. Типа этот, как отвертка или электроотвертка? Нет, типа как шуруповерт, только этот маленький пистолет. Ребята нам в комментах подскажут. Будем признательны, парни, если просветите нас. Или угадайте, точнее, что хочет Алексей. А будем его все-таки делать? Ну, мы можем минус прямо отсюда взять. Так давай отсюда прям возьмем, чтобы было защищенное. Данное соединение, оно идет тоже влагозащищенное, то есть сюда ничего не попадет. На мой взгляд, это будет лучше, чем вот так вот мы на открытую с тобой вот эти все фишки. То есть мы делаем по-новому, делаем из хорошего, и поэтому хочется сделать тоже хорошо. Давай я подержу. Но мы угол, наверное, потом подрегулируем, Лешка. Да, я сейчас просто подтяну. Давай. По проводке все эти, как мы тут макароны тянем, мы показывать не будем. Мы с Алексеем что решили? Что вперед мы возьмем один будет выключатель, боковые, новые вот эти фонари, боковые и задние, они будут работать от заднего света. То есть, когда ты включаешь заднее дополнительное освещение, у тебя будет загораться и боковое. В дальнейшем, возможно, мы, Леш, с тобой перейдем на 3 кнопки, да? Отдельно боковые, отдельно передние, отдельно задние. Поэкспериментируем у себя сначала, все сделаем. Да. У нас на самом деле есть вам такой небольшой спойлер. У нас есть комплект тоже фонарей для нашего канадского друга Аренда, для его трактора. И те решения, которые сейчас мы делаем и применяем здесь, частично будут использоваться на его тракторе. То есть у нас от него есть запрос по свету, чтобы он хотел видеть. Вот, то есть получается, что нам сейчас еще надо с тобой, Алексей? Перепиновать здесь вот это вот все, сделать на дойц разъем, который у нас вот тут. Сделаем его влагозащищенным. И все-таки мы, наверное, правую сторону соберем на новых фонарях, левую оставим на старых. Покажем в вечернее время, как это работает. И потом уже доставим себе по левой стороне также новые фонари. Да, ну вот в сравнении, конечно, вообще, то есть компактность, то есть по размерам, наверное, они плюс-минус тоже, да? А, Лешка, у нас, смотри, у этой вообще он что-то тут кронштейн лопнул, да, и подвыдавило. Здесь еще немножко стекло. Здесь, получается, стекло, оно уже в самом корпусе фары, то есть внутри. Да, но это, конечно, такое, хотя им особо-то и... Нет, или на этой также, может, меня Леша глючит. А, нет, на этой же также. То
То есть здесь сама конструкция корпуса другая. И здесь получается сверху козырек есть, а снизу вот так вот выпирает стекло, что не больно хорошо. Здесь у нас идет все ровничком. Все ровничком. И есть козырек. Ром, А, импакт. 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 Что, нужен нам импакт? Да, Сейчас инструмент. Алексей? Ну да, для мелких таких работ можно было бы заиметь. И быть счастливым обладателем импакта. Ну что, в каждом, кстати, комплекте фар у нас идет вот этот вот Deutz разъем. Сейчас я его вам покажу и заодно подам его Алексею. Оп, оп. Блин, Лех, вот освещение классное, да? То есть фары, они приятные, да? То есть ты их достаешь, видно, что они качественные, крутые. И на самом деле мне нравится. Прикольно было бы на стреле погрузчика, то есть не вот сюда кто-то ставит, а можно, допустим, вот сюда. И как-то вот придумать так, чтобы она... ну хотя вот так она всегда будет светить на ковш, но чтобы она могла еще и крутиться в зависимости от положения погрузчика. Вот у нас в каждой коробочке с фарами идет Deutz разъем. У нас тут сразу 10 штук оптом, поэтому нам вот так в пакетике дали, положили. То есть тут вот все наборно. Мы это сами сделаем. И преимущество, что он влагозащищен, окисление контактов не произойдет. Так. Здесь у нас получается на 15 диодов Lumen Pro. Сейчас у нас будет стоять Solar Arx. Эта фара, она все-таки больше для именно вот горизонтального использования, чем для вертикального. То есть ее смысл, он теряется, козырек не так хорошо светит, из-за козырька не так хорошо светит. Но это просто не в том месте была установлена данная фара. И вот, кстати, две пластины боковых, которые мы изготовили достаточно быстро. Здесь все отлично. А здесь до нас кто-то, да, рассверлил? Я ставил еще. Ага. Вот разнообразие ключей. Ну, это, по идее, Леша, один раз только. Который Нет, понимаешь, 24/7 работает. каждая... Мы будем, когда снимать обзоры подробные, да, на продукцию, которая у нас есть, да, и на вот те фары, которые у нас есть, у них у всех есть определенная своя применяемость. Давай. То есть это у нас для всего, что движется и где нужен дополнительный свет, не в каких-то там экстремальных условиях. Не в экстремальных условиях, потому что есть карьеры, где работают там, в плюсовой температуре, да, выезжают, а температура окружающей среды становится там, зима там, минус 25. То есть условно плюс 10, минус 25, либо там плюс 30, минус 50, то это уже должна быть другая фара, то есть такая, она, понятно, под это не предназначена. Так, ну красиво, Алексей, интересно. Сейчас. Потом уже будем включаться, да. Так, это кронштейн старый я отнесу к той фаре, положу. Мы ее еще, возможно, задействуем на другой какой-то своей технике. Возможно, и нет, будет лежать и ждать своего часа. Но у нас наш трактор обретает новый вид для работы темными ночами, в ночное время суток. Готовим его. Да, по проводке мы показывать не будем, долго слишком материал. Мы просто все переделаем сейчас под разъем Deutz. Проложим аккуратненько провода и подключим. Там плюс-минус уже идет на фаре. На фаре и на проводах у нас, которые подводящие. С этой стороны пока оставим все так, как есть, для сравнительного теста. Итак, друзья, у нас Алексей завершил монтаж фар по левой стороне трактора по направлению движения. То есть у нас новые наши фонари
стоят сейчас только слева. Провели всю проводку. Здесь у нас аккуратно заходит под крышу проводок. Здесь Леша молодец, все аккуратненько собрал, хомутиками закрепил. Тоже все проводки. И в задней части также нам, поскольку у нас трактор достаточно старенький, у нас вот таких кронштейнов Г-образных не было. Их изготовили сами. На новых тракторах такие кронштейны идут уже в комплекте. То есть мы, получается, фару поставили по-правильному, ее поставили вертикально, а не сбоку вот здесь вот так. Тем самым можем регулировать поворот и можем регулировать ее наклон. По наклону тут вообще все отлично. То есть тут этот вот коннектор мы можем спрятать, немножко куда-то отвести и наклонять вверх-вниз, то есть по горизонтали регулировать. Алексей у нас вывел это на отдельный выключатель. То есть сначала была идея сделать от заднего хода, точнее от заднего рабочего света, прошу прощения. Изначально была идея сделать от заднего рабочего света, чтобы включался задний рабочий свет и боковой, но решили, если уж делать, то по-хорошему, и Леша молодец, сделал, получается, отдельную кнопку, что отлично. Все лампы будут включаться со своего выключателя: передний рабочий, задний рабочий и боковой рабочий свет. На мой взгляд, вот хорошее решение с боковым рабочим светом, на мой взгляд, хорошо получилось. Так, по, получается, правой стороне по направлению движения трактора мы оставили нашу стандартную оптику, которая у нас, не стандартную, а которая у нас уже была. На начале видео там все уже про нее сказали. Это мы сделали для того, чтобы в ночное время, вечернее, записать сравнительный тест и постараться через камеру передать отличия в том, как светят эти фонари. Те, которые уже несколько лет назад сняты с производства, и новые современные, так скажем, технологии 21 века. Производитель данных фар SolarX, фары Arax, он развивается. Не только там модель Arax, а и остальные свои модели фар, на которые мы снимем в ближайшее время обзор. Те, которые вы у нас видели на демонстрационном таком ролике. То есть про каждую снимем отдельный обзор и расскажем, что, как, почему, почем, где купить. Так что вот такие вот дела. Все, сейчас ждем сумерек, когда на наш город пустится ночь, вечер. И будем снимать сравнительный тест на улице. Дорогие друзья, ну что, вот мы и дождались вечера. Выкатили нашего глазастика для того, чтобы провести сравнительный тест современных фар SolarX и фар этого же бренда, точнее бренда Lumen и SolarX, и посмотреть, какой результат. Предлагаю затестировать сначала по отдельности передний верхний рабочий свет, задний рабочий свет и уже наш кастом, который мы установили для более лучшего освещения по бокам трактора. И потом уже все вместе включим и посмотрим. То есть сейчас у нас пока только габариты включены на глазастике. И сейчас их выключим и включим верхний рабочий свет. Итак, друзья, вот так у нас светит верхний рабочий свет. Напоминаю, что слева у нас стоит фара, которая уже несколько лет как не производится. Справа у нас стоит фара современная. Вот камера передает всю полноту ощущений, как мои глаза сейчас смотрят. Правый фонарь намного ярче. При более компактном размере корпуса, при более низком потреблении электроэнергии, хороший угол освещения. Сейчас вот попробую встать. То есть вот мы видим прекрасно. То есть там у нас
плохой засвет. Здесь намного шире. Свет яркий, светит далеко. Настроил фары плюс-минус одинаково. Здесь у нас свечение в бок немножко мешает зеркало. Сейчас мы его вот так вот. Но видно. Здесь у нас какая зона засвета. Вот прямо около фонаря нахожусь. И здесь какая у нас ширина светового потока. Так, ну что, с верхним рабочим светом разобрались. Давайте включать задний и смотреть, какой результат там. Но там, скажу заведомо, фонарь, который у нас был установлен до этого, он не предназначен для установки в эти места. Так как он для горизонтальной установки, он у нас установлен вертикально. Так, и сейчас пойдем смотреть, какая история у нас сзади. Сразу видно наши рабочие автомобили. Стало с той стороны вообще темнота. То есть у меня такое ощущение, что левый фонарь перекрывает полностью, и весь этот свет идет от него. То есть, ну, по рассеиванию прекрасно видно. Да, вот скажу все-таки еще раз, что данный фонарь предусматривается под установку горизонтально, а он у нас установлен вертикально. И он отрегулирован, конечно, больше в середину. Сейчас я его попробую сдвинуть, если у меня получится. Нет, он там намертво прикручен. Ну и, в общем-то, если честно, я вот так вот смотрю. Такое ощущение, что весь световой поток идет отсюда. Ну и по яркости. По яркости все равно. Вот левый у нас чуть-чуть ярче. Правый тоже яркий, но он и больше, и там диодов больше. Но он чуть-чуть слабее. Так, ну и что? Та вещь, которую мы интегрировали себе, сейчас Леша поставил. И которая будет установлена нашему товарищу. Это боковой свет кабины. Здесь я опустил фару вниз для того, чтобы было видно лучше вот первый там, может быть, сколько у нас здесь, метр, два, три, ну 4-5 метров. То есть ее можно сделать чуть-чуть наверх поднять, и будет видно дальше. По яркости, конечно, тоже не занимать, да, вот светит прекрасно. И это всего один фонарь. 20-очку красиво подсвечивает. Так, ну что, и давайте тогда включим весь рабочий свет. Это у нас промежуточный и сравнительный такой тест, так как мы еще обязательно запишем видео, в котором полностью все 6 фар на кабине будут Solar Arax. По правой стороне у нас получается вот есть небольшой засвет, точнее затемнение, но и там вот это углы кабин из-за расположения фонарей, но и так у них угол очень и очень широкий, освещение, то есть и светит вообще, ну, просто шикарно. То есть получается по ходу движения трактора по левой стороне есть небольшие затемнения, но в целом все освещено. И вот правая сторона, где уже темно. Где уже темно. Давайте вот отсюда, с этого ракурса покажу. Вот оно так вот. Все здесь. То есть тут все уже темновато. Но здесь тоже скоро будет светло. Сюда, сюда, сюда поставим новый. Но тут прям мрак. Если свет выключить с трактора. Я еще и свет на всей базе выключил, поэтому тут прям мрак. Все, друзья, вот такой вот у нас промежуточный итог. Мне нравится. Светит ярко. Если требуется долгая работа в вечернее, в ночное время, то
На мой взгляд, хорошая конфигурация. Мы ее установим еще. Такой же конфиг, скорее всего, будет, только с другими компонентами будет у нашего товарища Аренда. Итак, ребят, ну что, мы полностью смонтировали новый комплект рабочего света на наш трактор. Теперь у нас и по правой стороне по направлению движения стоят новые фонари. С вопросом конфигурации, я думаю, наверное, мы уже все сейчас решили, но еще и поэкспериментируем немного с вопросом установки либо дополнительных, либо какие-то фонари перенесем вот сюда на стойку. У нас, поскольку трактор не первой свежести и достаточно такой старенький, здесь у нас не предусмотрено крепление рабочего света. На новых моделях здесь уже предусмотрено крепление рабочего света. Так, ну что, сейчас мы выгоняем нашего красавца на то же место, где у нас происходил обзор фонарей. И уже с полностью новыми фонарями будем смотреть, что у нас получилось. Итак, ребят, ну что, кромешный мрак. Вокруг ничего не видно. Только свет есть там вдалеке. Ни слева, ни справа ничего не видно. Так, ну и что, предлагаю сейчас пойти нам по пути точно такому же. Мы сейчас будем тестировать отдельно сначала весь рабочий свет, а потом уже включим все фонари сразу. Начинаем с переднего, потом задний, потом боковой. Так, ну что, погнали, пойду включать передний рабочий свет. То есть сейчас включим рабочий свет и посмотрим именно еще и дальность его эффективности, дальность свечения. Но сразу скажу, у нас не сильно горизонтально задранная спереди фонари. То есть все-таки, чтобы людей не слепить и не доставлять какой-то дискомфорт, у нас настроено, чтобы работало вот сильно ярко перед трактором и вдаль немного. Ну, то есть мы видим здесь, что у нас вот кроме фонаря вдалеке ничего не видно. Итак, ну что, дорогие друзья, верхний рабочий свет у нас включен. Давайте смотреть. Такой красивый свет падает на наш погрузчик Сальсельмаш. Трактористы. Сальсельмаш Турс 1500М. Всем ребятам из Сальска привет, кто нас смотрит. Так, ну и мы видим дальность освещения. То есть основной пучок света у нас концентрирован вот до ворот. А остальное все уже рассеивающим светит. На мой взгляд, отличный результат. Также по углам. Так, ну и давайте вот с этой стороны еще посмотрим. Это у нас только один верхний рабочий свет. То есть и бокс ремонтный наш хорошо подсвечен. И вперед. Боковые пока не включаем. Сейчас будем включать только задний рабочий свет. Потом боковой, а потом все вместе на машины. И вот сюда сейчас замерю, сколько до здания метров. Задний рабочий. Тоже видим основной пучок, куда идет. До здания я замерил от трактора. Прям вот отсюда, вот от колеса и до здания 20 метров. Тоже основной луч сконцентрирован сюда поближе. Ну и туда рассеивающим идет. Вообще шикарно. Не сравнится с тем, что у нас стояло до этого. Тоже очень ярко. Но вот отходишь, вот примерно метров, наверное, на 15 я отошел, уже не слепит. То есть поскольку угол так настроен. Здесь, в принципе, если не смотреть на фонари, вот метров с 5 тоже не слепит, но вокруг все светло. Так все озаряет. Это где-то метров 15. До 15 метров я отошел. Так, ну и все. Сейчас включаем боковой, смотрим на него и далее уже весь свет зажигаем и подводим итоги. Так, ребят, ну и боковой свет, на мой взгляд, отлично
для работ, которые выполняются в темное время суток, ночью, и есть необходимость хорошо видеть, что происходит сбоку трактора, то есть это разные работы могут быть. Хорошее решение. Здесь мы помним, что у нас вообще ничего не освещалось, когда стояли старые фонари. Ну вот сейчас здесь вот такой. Сейчас включим передний и задний, и потом дополнительно боковой. И посмотрим, что у нас получилось. И будем подводить итог. Итак, ну сейчас у нас светит, да, только верхний, передний и задний. Ну тут все шикарно. Видим, что есть достаточно такая неосвещенная область, зона. Вперед, повторюсь, вообще замечательно, шикарно. Назад тоже. Мы отрегулировали так достаточно, но средневеково, то есть каждый сам под себя сможет отрегулировать. Так, сейчас включу дополнительный боковой. Посмотрим на результат. Светло как днем. Светло как днем. Вообще шикарно. Неосвещенных областей вокруг трактора вообще нет. С таким светом можно трудиться ночью смело, где вообще полная темнота и мрак. Да, друзья, еще хотел бы сказать, что спереди у нас есть тень, да, от ковша и от рабочего органа. Когда мы будем работать, будем приподнимать, эта тень будет подниматься выше. И для этого, собственно, у нас стоят фары в капоте. Они у нас тоже светодиодные. Поэтому эту область будут перекрывать фары, которые установлены в капоте. И такой тени здесь не будет. Ну что, друзья, хотел бы вам сказать спасибо, что смотрели этот ролик. Пишите свои комментарии, поделитесь своим мнением, какие лампы стоят, какие фонари стоят у вас на вашей технике, какой марки, какого бренда, какого производителя, нравится ли вам их свет. Дайте, пожалуйста, свое мнение по нашей работе. На мой взгляд, получилось отлично. Будем тестировать. Работать через какой-то промежуток времени дадим свое резюме данному освещению. Но вот по моменту, когда только установили, результат, конечно, превзошел все мои ожидания, скажу честно. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр данного ролика. Повторюсь, пишите комментарии, конструктивную критику, похвалу, что вам было бы интересно, чтобы вам сняли в ближайшее время из видеороликов. Всем спасибо за просмотр, желаю крепкого здоровья. Скоро увидимся на нашем канале. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, мы туда выкладываем некоторые новости раньше, а некоторые новости вообще, которые не дублируются нигде, только в телеграме. Скоро там будет проходить розыгрыш, можно еще и получить презентик, подарочек. Поэтому подписывайтесь на телеграм. Также у нас есть Яндекс.Дзен, ВК-видео. И все социальные сети, они указаны в описании. Переходите, смотрите там, где удобно. Всем большое спасибо. Крепкого здоровья, хорошего настроения. Все будет хорошо. Всем крепко жмем руку. До новых встреч. Пока-пока.